Всем привет, друзья! Сегодня я вам расскажу, какую помощь получат студенты, пенсионеры, работающие и безработное население Германии. Здесь включены переселенцы и какая им будет помощь. Я детально вам расскажу о помощи, которая ожидается и какая коснется каждого из вас. Федеральный канцлер Олаф Шольц и коалиционное правительство предоставили детали третьего нового пакета поддержки населения на фоне резкого роста цен. Как сообщают власти Германии, они готовы выделить на общий объем третьего нового пакета помощи жителям страны 65 миллиардов евро. Что к этому их подтолкнуло? Вооруженный конфликт в Украине, рекордный рост цен на энергоноситель и исторические показатели инфляции. Поэтому коалиционное правительство договорились о дальнейших мерах по облегчению финансового времени для населения. Какая же основная цель третьего пакета? Это снижение финансового давления на население. Канцлер Шольц подчеркнул, что Россия больше не является надежным партнером в энергетической сфере. Тем не менее, канцлер оптимистично высказался об энергетической безопасности. Мы переживем эту зиму. Друзья, даже несмотря на введенные правительством Германии меры в целях поддержки населения, рост потребительских цен в Германии снова ускорился. В августе он составил 7,9%. Инфляция зашкаливает и продолжает расти как на дрожжах. Снизить ее не смогли даже введенные правительством меры стабилизации экономики, такие как снижение НДС на топливо и проезд за 9 евро. Товары и услуги в августе стоили дороже по сравнению с тем же периодом времени год назад. Цены в августе относительно предыдущего месяца поднялись на 0,3%. Кстати, хотел бы заметить, что начался учебный год, но и здесь все не так уж радужно. Нехватка учителей в Германии скоро составит по разным оценкам 160 тысяч человек. Проблемы нехватки учителей налицо. Хоть и представительский состав в последние годы помолодел, а это означает, что не столько много, как ранее, учителей будут уходить на пенсию. Есть информация, что за последние десятилетия количество школьников сократилось более чем на 7%. Инфляция в Германии почти 8%. И вот на фоне этого всего власти решились на такие шаги по оказанию нового третьего пакета помощи. Он будет включать в себя: первое. Получатель Hartz-IV с нового года будут переведены на новое социальное пособие, ставка которого составит около 500 евро. Данная сумма значительно выше, чем актуальная стандартная ставка выплат, которая составляет сейчас 449 евро для одиноких и бездетных жителей страны. Второе. Малоимущие жители страны, получающие жилищное пособие, получат дополнительные выплаты на отопление. Холостым будет выплачено по 415 евро. Семьям из 2 человек будет выплачено по 540 евро. На каждого дополнительного члена семьи будет выплачено еще по 100 евро. Третье. Стоимость потребления базового количества электроэнергии будет снижена. Цена на энергию при потреблении сфер базового количества ограничена не будет. Таким образом, частные домохозяйства смогут получать определенное количество электроэнергии по сниженной цене. Власти заявили, что финансовая нагрузка будет облегчена, однако стимул для экономии энергии сохраняется. Финансировать данный пункт планируется за счет прибыли именно энергетической компании, заявил Шольц. Четвертое. Правительство выделило 1,5 миллиарда евро на разработку преемника, полюбившуюся жителям Германии льготного периода за 9 евро. Речь идет о билете на проезд на местном региональном транспорте по цене от 49 и 69 евро в месяц. Пятое. Дополнительные выплаты работодателям своим сотрудникам на сумму до 3000 евро не будут облагаться налогами. Вот, друзья, эти 3000 евро помощи. Обратите внимание, что в последнее время многие работодатели в виде премии и помощи, можно сказать, так именно помогают своим сотрудникам. Так вот, до 3000 евро это дополнительные выплаты от работодателя не будут облагаться налогом. Шестое. Пенсионеры получат единовременную выплату в размере 300 евро. Седьмое. Студентам выплатят единовременное пособие в размере 200 евро. Восьмое. Детское пособие на первого и второго ребенка с января 2023 года увеличивается на 18 евро в месяц. Девятое. Отказ от налогообложения пенсионных взносов в 2023 году позволит облегчить нагрузку на граждан на сумму примерно в 5 миллиардов евро. Десятое. Правящая коалиция заявила о введении налога на так называемую сверхприбыль. В
частности крупных энергетических корпораций. С другой стороны, существующие программы помощи нуждающимся компаниям по линии рамочной программы Еврокомиссии будут продлены до 31 декабря 2022 года. Кроме того, друзья, в сентябре работающие жители страны получают энергетическое пособие в размере 300 евро. Безработным будет переведена единовременная выплата в размере от 100 до 200 евро. Еще, друзья, к детскому пособию единоразово было выплачено по 100 евро на ребенка. 3 летних месяца действовала скидка на бензин и дизель, а также льготный проездной за 9 евро. Я думаю, что действительно очень много помощи будет предоставлено. Во-первых, 65 миллиардов евро – это очень огромная сумма. Во-вторых, людям, которые уже не работают, я имею в виду пенсионеры, они получат единовременную выплату 300 евро. И студенты получат 200 евро. Я думаю, что это тоже очень хорошо. На этом все, друзья. Пишите комментарии внизу под этим видео. Как вам такие изменения? Что вы думаете на этот счет? Подписывайтесь обязательно на канал и будем следить вместе за новостями. Всем пока!